Здравствуйте! Рад приветствовать всех поклонников творчества Димаша Кудайбергена. Сегодня у меня для вас сюрприз. К нам в гости пришел наш народный эксперт, москвичка Людмила Владимировна Мамызина. Она подготовила уникальный сюжет по композиции All by Myself. Согласитесь, эта композиция до сих пор будоражит умы и воображение всех диас. Смотрим. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала Алга Петербург. Сегодня мы продолжим вспоминать раннее творчество Димаша и вновь возвращаемся к судьбоносному для него конкурсу I'm Singer. Я заметила, что уже тогда Димаш обладал удивительной способностью выбирать для своих каверов самые сложные хиты знаменитых исполнителей, которые бы гарантировали ему неизменный успех. И примером такого удачного выбора стала песня All by Myself. Впервые услышав эту замечательную песню, я с удивлением уловила в ней знакомую мелодию. Какая прелесть! Не может быть! Неужели это Рахманинов? Подумала я и сразу стала искать информацию об авторе и первом исполнителе этой песни. Им оказался знаменитый американский композитор, поэт и певец Эрик Кармен. Он родился в 1949 году в США. С детства увлекался музыкой, получил хорошее музыкальное образование и научился играть на фортепиано и гитаре. В конце 60-х годов он вошел в популярную рок-н-ролльную группу Raspberries, где благодаря прекрасному голосу стал основным вокалистом, а также автором многих хитов. После распада группы в 1975 году Эрик начал свою сольную карьеру, сделав акцент на софт-роке и балладах. Уже в следующем году его первый сингл «All by Myself» стал хитом номер 2 в США и номер 12 в Британии. Его тираж составил более 1 миллиона копий. Сингл был действительно написан под влиянием одного из лучших творений выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова, второй части концерта для фортепиано с оркестром номер 2. Волшебная музыка Рахманинова стала залогом успеха песни Эрика Кармена. Но за ее использование преобладатели наследия композитора потребовали от него оплаты 12% за каждое исполнение песни. После этого, наряду со своим именем, ему пришлось указывать и имя Рахманинова. Песня в исполнении Эрика Кармена, которую он сопровождает игрой на фортепиано и гитаре, до сих пор пользуется большим успехом и еще в 2015 году набрала 10,7 миллионов просмотров. Вполне естественно, что со дня выхода песни было сделано множество каверов на нее, в том числе такими известными певцами, как Фрэнк Синатра в своеобразной американской манере, Том Джонс, Никола Седда и даже юный казахский певец Ерлан Максим на шоу «Голос». Но, несомненно, самой знаменитой стала версия популярной американской звезды Селин Дион, которую очень ценит Димаш и с которой мечтает спеть дуэтом. Селин Дион впервые исполнила ее спустя 21 год после выхода, когда она потеряла своего любимого мужа, чувствовала себя очень одинокой и несчастной, и как бы выплеснула в этой песне свое горе. С тех пор Селин Дион часто исполняет песню All by Myself в своей оригинальной манере, а ее высокий голос и чистый голос вызывает восторженные реакции зрителей. В исполнении Селин Дион песня стала очень популярной, в результате заняв 4 место в американском хит-параде. А многие слушатели даже считают, что песня принадлежит ей самой, потому что она нигде не упоминает имени Эрика Кармена. При этом обе версии, авторская версия Эрика Кармена и версия Селин Дион, существуют в музыкальном пространстве как бы параллельно.
а в комментариях до сих пор не утихают яростные споры о том, чья версия лучше. Зрители, которые знали о случившемся и очень переживали за Димаша, радостно встретили его появление бурными аплодисментами. Под символические звуки биения сердца Димаш подходит к микрофону со своей обаятельной улыбкой и нежно начинает историю о человеке, который в молодости был очень одинок, но теперь больше не хочет оставаться таким. Каждый куплет Димаш исполняет по-разному, голосом передавая все оттенки и этой песни и мастерски заполняя паузы. Я обожаю эти паузы Димаша, когда он замолкает, затем задорно улыбается, как бы говоря публике: «Ну что, готовы?» И вдруг наступает очередной сюрприз, и его голос взлетает на недосягаемую высоту. Потрясающая аранжировка Ерлана Бекчурина украсила песни яркими красками, а фортепианный проигрыш в середине песни погружает зрителей в чарующую атмосферу музыки Сергея Рахманинова. Фантастический голос Димаша в финале сравнивают с соловьиными трелями знаменитой казахской оперной певицы Бибигуль Телегеновой. Нужно было видеть невероятные реакции соперников Димаша за сценой. Димаш супер, для него нет ничего невозможного. Что уж говорить о реакции зрителей, которые слушали песню как завороженные и были в восторге от того, что Димаш смог спеть эту песню, несмотря на потерю голоса. В дальнейшем Димаш еще несколько раз выступил с песней «All by Myself» на официальных мероприятиях и концертах. Так, в мае 2017 года Димаш исполнил песню на Каннском кинофестивале и на благотворительном вечере с Евой Лонгорией, когда гости даже забыли о еде и с восхищением и удивлением слушали Димаша, голосу которого было тесно в небольшом помещении. Настоящий фурор вызвало исполнение Димашем песни «All by Myself» на сольном концерте Бастау в июне 2017 года, а на гала-концерте Народной ассамблеи Казахстана в апреле 2018 года Димаш спел ее в дуэте с Раушан, вызвав восхищение публики своим очень трогательным отношением к сестренке и превосходным сочетанием их голосов. В июле 2017 года Димашу аплодировал 13-й международный кинофестиваль в Астане. Его яркое выступление украсило фестиваль, создав на нем праздничную атмосферу. Димаш закончил песню под бурные аплодисменты зрителей, которых он поблагодарил за поддержку и сказал, что овации на родной земле особенные. Однако зрители долго не хотели отпускать Димаша, и он предложил им вместе спеть песню «Дударай» Златокудрой. Зрители, конечно, очень обрадовались, но Димашу пришлось петь эту песню акапелла, поскольку звукорежиссеры не смогли подключить аппаратуру. Но Димаш блестяще справился с этой проблемой, доказав недоброжелателям, что способен петь вживую и приведя участников фестиваля в неописуемый восторг. В феврале 2019 года Димаш принял участие в престижном американском конкурсе The World's Best. Песня «All by Myself» прозвучала исключительно эмоционально, несмотря на вынужденно сокращенный вариант, вызвав огромное восхищение как жюри, так и многомиллионной аудитории американских зрителей. Необычным явлением на этом туре стал факт, что при исполнении песни на английском языке Димаш неожиданно выступил в великолепном национальном казахском костюме
в знак протеста против того, что ему не позволили спеть песню «Дайди Дау» на казахском языке, о чем он давно мечтал. На соло-концертах в Москве 23 мая 2019 года и в Барклай-центре в Нью-Йорке в декабре 2019 года Димаш продемонстрировал фейерверк эмоций, мощь и красоту своего таланта, а потрясающая сценическая постановка и невероятно длинная феерическая концовка песни «All by Myself» произвели на зрителей неизгладимые впечатления. Отличительной особенностью всех выступлений Димаша является его импровизацией. Ни на одном из них он не повторяется, рождая каждый раз новые эмоции. Уже в марте 2017 года видео с выступлением Димаша разнеслось по всему Ютубу, собрав 4 700 000 просмотров. Характерно и то, что на Ютубе до сих пор появляются многочисленные реакции молодых, новых блогеров и даже оперных певцов, которые не перестают восхищаться этой песней и тем самым продвигая творчество Димаша в своих странах. Можно ли и нужно ли сравнивать исполнение песни Селин Дион и Димашем? Думаю, что это бесполезно, ведь для нас Димаш все равно самый лучший. К сожалению, мне неизвестно, знает ли автор песни Эрик Кармен и певица Селин Дион о том, в какой жемчужину превратил Димаш песню «All by Myself». На этом все. Я благодарю замечательную команду канала «Алга Петербург» и внучку Александру за помощь в создании этого видео. А вас, дорогие, за любовь и внимание. Всего вам самого лучшего. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».